Польза Нет Лайв. Пишем, как у вас звук. Стримлю я стандартно в Твиче. Меня зовут Саня. И сегодня я буду обозревать вам один из смартфонов бренда BBK. Вот, допустим, этот смартфон Vivo X90 Pro Plus я уже обозревал, уже гонял на Твиче. Этот Pixel 7, который я буду сравнивать с этим смартфоном потом, скорее всего, во время того, когда будете видеть вход, возможно, завтра. Это одна история. Другая история, та штука, что у меня в руках. IQO, что это такое и с чем это едят? Это 16 секунд загрузки Геншина, это 1 200 000 баллов в Antutu, разумеется, с копейками. Помимо этого, мы имеем здесь благополучным образом довольно неплохую основную камеру, к сожалению, что фронталки, что к ширику, ультра ширику у меня вопросы, но это уже другая история, об этом вы увидите все в обзоре. Сейчас у нас идет игровой тест, и основа игрового теста это, как всегда, как смартфон себя поведет при одновременном стриминге на Твиче. И Кастро, привет, напиши как звук, как картинка, спасибо, что зашел. И помимо того, как он отработает на одновременном стриминге на Твиче и в игре в Апексе, сколько он съест батареи. Разумеется, это всегда тайна, покрытая мраком. Разумеется, он может вообще не осилить это дело. И почему? Все довольно очень просто. Потому что это игровой смарт, но он свеженький. Это глобалка, то есть он у меня на фантече. Я здесь более-менее сейчас вам покажу результаты каких-то тестов. Помнить надо что плюс-минус вот это Mi 13 Pro, который у меня лежит, у всех у них UFS 4.0. То есть это быстрая внутренняя память. Оперативка LPDDR5 последняя. Последний 8 Gen 2 процессор. И они отличаются по большому счету в первую очередь, разумеется, оптимизацией. Спасибо всем, кто зашел. Смарт интересный. Я не скажу, что он идеальный, а спойлерну, скажу, что сейчас здесь ужасные камеры, но более крутого игрового смарта я не встречал. Почему? Сейчас вот в процессе и покажу, хорошо? Добрый вечер, архитектор, спасибо, что зашел. Включаю режим, видите, на максималках у меня стоит звук. Закажешь ли Xiaomi 13? Закажу все, что смогу купить, я куплю. Пока я вот то, что купил, это я вот просто смог. Slingshot Extreme Maximum, Wildlife, видите, Wildlife Extreme. Единственное, Slingshot обычный не прогнал. Если брать, опять же, антутовские тесты, которые основные фактически, 1 252 000, притом, разумеется, здесь у нас самый цвет. Это процессор, сопроцессор Adreno 740 просто рвет все. И, разумеется, память. Память LPDDR5X и UFS 4. Это просто бомба. Ну, как вы видите, 7% он съел. Но почему он съел 7%? То есть я бы мог сказать, о, какой ужасный смартфон. Но вы сейчас поймете. То есть это не ужасный смартфон. Просто у меня условия все время тестирования девайса. Опа, вылетел. Нет, не вылетел. Мне показалось, что вылетел. Он просто спрятал значок почему-то не поверх системы. Так вот, если брать экран, вот посмотрите, 144 Гц. 144 Гц. Во-первых, последняя FunTouch OS у меня стоит. И оперативки у меня по полной. То есть 16 гектар оперативы. И это все-таки серьезно. По поводу ультраигровых режимов я здесь пока ничего не менял. Только включил, что будет игровая панель боковая слева. Если брать, опять же, самое главное... Давайте еще экран блокировки. Нет, не экран блокировки, а экран и яркость. Яркость у меня автоматически на максимуме, адаптивка отключена. Шим минимальный, уже показывал в телеге своей личной. Разрешение у меня есть специально моя личная телега, в которой я скидываю сразу тесты. 3200 на 1440, то есть у нас здесь 2К. И... здесь барабанная дробь 144 Гц экран. И, как вы понимаете, ну это прям цвет. Но я бы не был собой, правильно, если бы я вам сразу ложку дегтя не лупанул. Видите? Видите? Понятно, что нужно включать игровой режим. Но опять же в стоке вот это не может радовать. Не радовать, а именно радовать оно, к сожалению, не может.
И кому не лень, в основной телеге скиньте, пожалуйста, ссылку на Twitch, чтобы люди приходили, если кому интересно, и добавлялись. Разве 120 Гц не лучше будет? Лучше вообще 30 Гц. Давайте не будем о птичках. Почему? Потому что в тестах всегда все довольно банально. Чем больше, тем лучше. Single-core, так же как и мультикор, выбивает примерно так же, как X90 Pro Plus и Xiaomi 13 Pro. Если брать, кстати, то, что я не показал в Antutu, мы же не все посмотрели. В первую очередь это Storage тест, он выбивает чуть-чуть меньше, чем 13 Pro и Vivo на 6000, здесь 120 тысяч. И тестирование я еще не делал, но у меня есть стресс-тест. Вот, и стресс-тест у нас магическим образом, как вы видите, он проходит в принципе не ужасно. То есть он не плохо проходит его, но сказать, что прям супер, я бы не сказал. Температура батареи, притом, заметьте, в течение 45 минут. Я, кстати, скидывал фотографию, до скольки она доходила, что до 52 градусов. Но это он лежал на диване, на кожаном. То есть, ну, в принципе, он не вырубился, самое главное. И ничего как бы супер-мега-мрагопесного я здесь не вижу. Каждый увидит, что хочет, но самое главное не это. Давайте при вас я в онлайне. Понятно, что мы должны играть в Apex, но я очень хочу запустить Genshin, чтобы вы сами засекли одновременно с Твичом. Понятно, что я это дело уже выгружал на YouTube. И вполне возможно это дело заставит его вылететь вообще. Но я очень хочу его помучить. Я думаю, вы понимаете. Я хочу включить секундомер. И я думаю, что понятно, что вот сейчас ничего еще не засекаем мы. Мы засекать будем только как только дверка появится. Вот тогда уже можно считать, что засекаем, поскольку он загружает. Но опять же помним, что он одновременно стримит Twitch. Понеслась. У меня получилось 16 секунд. Апоссум, привет, ты дошла все-таки до нас. В кои-то веке. Если что, я шучу. Рад тебя видеть. Нас мало, как всегда, но мы в тельняшках. Так, в этот раз получилось 18. Так, Саня, убавь, тебя слышно тише, чем игру. Вот, понеслась. Теперь игру я убираю на минимум. Если будет проблема, пишите, то я буду уменьшать еще больше. Игровой процесс включен. И теперь я, разумеется, врубаю все. Все на максимуме, все по беспределу. Единственное, мы должны понять, сколько у нас батарея. 72%. Запомнили? Притом, как вы видите, симки тоже запиханы. И играть я буду в Apex на рекомендованных настройках, не на максималках. То есть я не вижу смысла гонять на максималках, потому что Smart, то, что он рекомендует, то он и рекомендует. Учитывая, что у него сейчас нужно еще в линию вам выдавать картинку и звук, но я считаю, что это более чем благоразумно его не трогать. Можете меня поправить, можете написать, что нет, стоит что-то там делать еще. Так, у меня как-то вот чат. Апоссуму привет, звуки убавь. Как игра? Напишите, пожалуйста, слышно, громко, не громко, какие претензии. Получаю награду, подтверждаю и все. Так, и легенда. Разные у нас легенды. Ну, давайте Банглор. Давайте ее. Тем более меня уже начали убивать. Стоп. Не выбрал. Все, вот теперь можно. Так, в Твича вот эту штучку сюда уберу, потому что она конкретно мешается. Нет приложений, поддерживающих метку NFC. Это он среагировал на Pixel 7, к слову. И так, я, получается, секундомер поставил? Да. Поставил. Нет, не поставил. Все. Вот сейчас поставил. Сейчас поставил, и вполне возможно, что это дело 71%. 71% мы начинаем играть. И миссия, да, просто погонять его чуть-чуть, посмотреть, какие будут фризы. Я вам сообщу, возможно, вы их будете видеть из-за своего интернета, возможно, будете видеть из-за моего интернета, но мы по пингу будем видеть
причина будет в смартфоне, либо еще в чем-то. Если никаких проблем конкретных каких-то лютых не будет, я вообще в линию выгружаю с Твича прямо на YouTube. Вот. Но обычно проблемы есть. И может быть это и хорошо, потому что я туда тогда докидываю примеры видео на фронталку. Так непривычно тебя видеть. Что не так опять? Не понял ничего. С 11 зрителями, мне уже 12. Вега, вообще вчера было 6. Я тебя успокою. Ну, во-первых, я 3 месяца не стримил, начнем с этого, то есть так не делают. А во-вторых, на лайве все равно посмотрела один ролик 2500, второй 1500. Ну, а основу вы сами можете посмотреть. Первые сутки Pixel 7, который уже обозревали все, 20 тысяч. Вега, я не останусь без просмотров. Огромное спасибо всем, кто смотрит, всем, кому интересно, кто поддержит комментарием под любым роликом больше 5 слов. И опять же, наша основная миссия, вот сейчас моя здесь, это не собрать какую-то аудиторию, попытаться развлечь, а в том, чтобы показать, как смартфон будет себя вести в реальных условиях обстановки. Напоминаю, что Apex всегда так долго глючит, двери можно уничтожить, бла-бла-бла, еще что-то. Но проблема не в том, что он может уничтожить. Короче, он всегда тормозит по поиску игры. Здесь дело... Опа! Ошибка соединения, видите? Что и требовалось доказать. То есть он подглючивает. Притом конкретно. То есть он меня вообще выкинул из аккаунта. А еще удивился, почему он у меня не спросил сейчас про аккаунт. Потому что обычно он всегда спрашивает про аккаунт. Вернемся в предыдущий матч. Уже куда-нибудь летим. Сейчас он опять скажет нет. Мне не нравится, куда вы летите. И... Ну, Wi-Fi работает. Проблем с ним нету. К слову, у меня гигабитный интернет здесь. И я буду удивлен, если он не вытянет. Вообще печально. Ну ничего. Вернитесь в бой, 27 секунд. Я успел. Зона со средней категорией. Еще и уже зарубы. Еще зарубы. Уже зарубы начались. Так, друзья. Мне надо что-нибудь где-нибудь найти. А я, по-моему, не выпрыгнул отсюда. Вот, хоть что-то. Хоть что-то здесь валяется. Ох ты, ёшки. Ладно. Бесперспективняк. Привет, вот нас уже 15 человек в чате. Вы понимаете, что я стримлю утром, у меня аудитория взрослая, то есть с утра никого нет. И вот сейчас первый раз, когда я стримлю, мне сейчас 2 часа ночи, вот, и я стримлю, получается, в 2 часа ночи. А для вас это получается в 8 часов, то есть самое такое время, когда практически это возможно делать. Плюс всех еще раз с праздниками, кого это касается, кого не касается, тоже с праздниками. Потому что праздники это всегда хорошо, как бы мы к ним не относились. Или относились, или не относились. Так, длинный лук получше будет, да. Мне кажется, что я вот сейчас эпично все это делаю, а по факту это будет что-то из разряда убили за 15 секунд. Но будем надеяться. Потому что народ уже с Рождеством вас тоже. С Рождеством. Так, ну что, помогаю товарищам тогда. Коллективно легче работать, чем одному. Так, вот здесь карта, кстати, все время подглючивает у меня. О, ничего ж себе. Какая маленькая уже стала локация. Надо идти к зеленому. У кого как проходит великолепная зима? У кого праздники? Twitch негодяй уведомлений не посылает. О, я Геккона вижу. Да это не критично все. Я еще раз повторяюсь, мы все равно встречаемся потом на лайве без проблем и все. И может быть оно и хорошо. Я запись просто выкладываю, все. 43 миллисекунды это норм. Так, карабинчик. Карабинчик вот этот вот пободрее, мне кажется, будет, да. Приятнее.
Тут какой-то заруб странный очень. Один человек долбится, а остальные вообще нет. То есть я. Ну, вылетел. А получается, я с ними же падал. А, может быть, они меня как-то отключили. Так, броня, окей. Окей. Архитектор вообще супер красавчик. У нас уже вон тусовка такая. В количестве 17 человек. Так, стоп. Не совсем понимаю, к чему это все. Но щит нокаут. Здесь какая-то точка в посадочной зоне. Может, кто-нибудь придет. Какая-то игра не динамичная, да? В итоге меня, скорее всего, за 15 секунд просто долбанут. О! Вот это уже симпатичнее, да? Это про меня? Нет. I'm going in. All-Star. Ничего не понимаю. Так, и чего тут? А, нет, мне ничего не надо. Наверное. Так. Какой-то заруб здесь. Но это тоже странные дела. Почему? Потому что, опять же, нет никого. Сейчас прибегут. Народ полностью упакованный. Так, мне дадут кого-нибудь убить, нет? Так, стоп. Плохо. Ну ладно. Хоть брони появится. Допом. Так, и винтовка хаос. Я думаю, норм. Хороша она была. Так. К чему это все? Пока все тихо. И пока мы не мертвы. Система баланса, наверное, слабых игроков пока бережет. Да, я тоже так думаю. Кстати, у меня монстр не стоит. Вот давайте монстра включу. Но у меня вообще ничего не тормозило. Опять же, у меня, мне кажется, не по максимуму настройки. Я смотрел в прошлый раз, максималки они не выставляют. Так, ну пока все. Стоп. Тяжелые боеприпасы. Ну-ка. Не. Лучше все-таки хаос. Прошлый раз меня убили, и позапрошлый тоже, притом очень даже бросил. Не, один раз убили, ладно, прошлый. Очень бодро. Я не знаю, кто меня там бережет. Но в целом, да. Мне просто, мне кажется, в эту катку повезло. Потому что, опять же, 16 уровень. Ну, по идее, они уже должны меня кошмарить. Так, пока пинг норм, пока подлаг видел я один маленький, и то, когда зона сжималась вот сейчас только. Патроны для ДПВК, ничего интересного. Я думаю, наверное, все-таки лучше этот. О, звезда. Наверное, кого-нибудь привлечем. Так. И что-то там есть все равно. По мелочи, но польза есть.
Пусть даже не для меня. И... Слишком, если честно, вот говорят, маленький экран, большой экран. Да даже вот этот маленький по мне экран. Звучит очень странно. Но реально, если посмотреть, какое количество информации здесь висит, ну не знаю. Он может, даже этот можно считать, что он не супер огромный. Так, и ячейка счета. Почему? Не хочет он закидывать? Ну окей. Так, здесь у меня джамп поставлен кем-то. Лутаемся. Так, стоп, а где? Опа. Даже одну броню сняли. Нет, это уже живой. Прям уже живой. Что броню-то всю содрал. О, клиенты. А где он был? Торкша же был здесь. Кого там берегут? Так, стоп. Стоп. Все, лечиться надо. Надо лечиться. И лечиться. Опа! Стоп! А! 7, 6, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 0. Ханайн. Раз. Два. Три. Все, я что-то там смог даже. Опа. И есть. Ох, как близко было, правда? Саня отжигатель. Саня пока не труп. Вы же все говорили, что у меня там слишком меня оберегают. Ну, наверное, переоберегались, да? Сразу на сквад. А где эти все были? Черт их знает. Товарищи. Так, ну что же. Мы пока играем 13 минут. Смарт в чехле. И я не скажу, что он нагрелся. Пока все комфортно. Было напряженно. Ну да, я фактически был трупаком. Близко очень к этому. И... Где мои товарищи вообще? Которые мне не товарищи, по сути. И... Не понял я ничего. Как они туда прыгают. Окей. Еще патронов не так и много. Технически. Так, а у нас осталось всего 4 сквада. 6 отрядов. Довольно приличное количество людей. Качество изображения не очень, это дело в интернете в первую очередь, а не в смартфоне. То есть так примерно на Твиче всегда. Так, окей.
плюс-минус всегда. И... Нокаут щит. Это я сам себя поджег, что ли? Или меня сняли? Я вообще ничего не понял. А, это по сути кто-то оттуда стреляет. Сейчас откуда-то со всех сторон стреляет. Все снять будет сейчас. Ох, как хорошо он бегает. Ну посмотрим. Не, все. Все три. О, реанимация. 10. А как это так? А, то есть у меня есть какая-то штука типа реанимация? О, круто. Все. Нет, возродить меня уже никто не возродит. Так, и сколько у нас процентов? 60. То есть 5% за 15 минут. Многовато, правда? Поедатель. Просто поедатель. Я, конечно, попробую что-то еще другое. Погонять с ним. Но пока, видите, когда-то разрешение на максимуме, герцовка 144 и как-то оптимизирован процессор, не оптимизирован. Тиммейки-то какашки. Ну нет, Universal. Просто еще раз повторяю, что да, уже более-менее игра такая пошла на 15 уровне. Пошла. Не знаю, что это. Просмотренное. Поиск. У кого какие еще дела сегодня были интересные? Рассказывайте. Кто вообще 11-й? Я, кстати, OnePlus 11, конечно, закажу, но какого-то там супер перевозбуждения по поводу него у меня нету. С умом используйте умение передать, чтобы назначить другого игрока выпускающим. Романы, вас тоже с Рождеством. Всех приятно видеть. Ждем. Прям долго все. Долго. Все-таки мне интересно, я не совсем понял, это меня подстрелили все-таки, или это я бросал, когда гранату, она у меня просто уже жечься начала в руке. Мне кажется, жечься. OnePlus я по-любому куплю, да, я завтра буду, скорее всего, заказывать, деньги есть, я теперь просто планирую у кого. Я пока не знаю, у кого я буду покупать. Рискнуть ли доставку, либо приобрести прямо здесь. Потому что, видите, IKEA купил, и Xiaomi 13 купил, и Vivo X90 Pro Plus купил. Понятно, что накладнее, наверное, даже чуть-чуть дороже что-то, чем на Али. Ну и что? Зато IKEA глобалка. К слову, так-то. Ну, глобалка-то это круто, правильно? Это не какие-то там китайские версии. Так, кто у нас выпускающий? Не знаю кто, но не я. И с нами никто не летит. А выпускающий решил нас дропнуть на край базы. Как будто мы будем убивать всех. Ну ладно. Его право. Так, и чего? Ладно. Будем лутовать. Лутовать. Вот. А может быть он и прав. Посмотрите, какой жир. Для начала я бы сказал, что это прям бодрячком. Полный бодряк.
конечно, не космическое количество боеприпасов, но их здесь и не должно быть космическое количество. Опять же, здесь еще можно посмотреть. Но лучше сейчас уже начинать бежать к зоне. Вообще, кладезь просто. Кто-то здесь уже полутовал. Собрано что-то там. Зима, зима, зима. Так, и пока все скромно. Разведчик. Ну-ка смотрим. Разведчик это что? Супермощная какая-то штука. Ну давайте посмотрим, что это такое будет в итоге. Нет, я все-таки, наверное, за Шемлок, там больше патронов сейчас. И, наверное, надо идти к базе, к зоне точнее. Что идти космос сколько. А наши товарищи еще не выдвинулись. Ранец, магазин. Можно еще полутовать. Минута. И через 30 секунд бежать начинать. Так, меня видно, слышно хотя бы? Или... Опа, 220 миллисекунд. Винтовка хаос. А это винтовка... Видно или слышно, или нет? Так, где тут есть заруб? У меня 227 миллисекунд. Где-то 2 бойца здесь. Здесь полноценный сквад получается. Ага. Один у нас уже трупак. Так. И где они? Спрятался. Преданность. Ладно. Убежал. А куда он мог убежать? Интересное кино. Ну, в зону, наверное. Ладно, надо бежать в зону. Никуда от этого не деться. Так, а здесь нельзя, да, параллельно смотреть и бежать? Опа. Вот и он, да. Ну что же. Опять спрятался. Он убил его, все. Не
Ох ты, не шутя. А вот сюда вместо него хаос. И все. Вот так вот мне и повезло с человеком, который умеет играть. Но почему у меня такой низкий пинг, интересно? Конечно, вообще странные дела. Очень странные дела. Лута тут эгегей. И пусто. Не понимаю, почему 227 пинг. Вообще какая-то лабутень. Притом все великолепно работает. Может быть, сейчас я... Может быть, количество просто подключенных к Wi-Fi устройств слишком большое. Когда становится слишком большое количество, у них мне здесь начинает тупить все. Сейчас я отключаю. И по идее пинг лучше должен стать. Может включить и нет или не надо? Опа. Чтоб там какие-то клиенты. Надо прибежать. Вдруг он не справится. Или уже. Какой роутер? Какой-то мракобесный. Это не я выбирал. То есть я даже не смотрел спеки. Здесь все на тайском. У меня везде Xiaomi-шные стоят по 120 устройств. Для подключения. Здесь, к сожалению, не так все. Можно потом свой будет настроить, но потом. Так. И... Напишите по возможности, слышно меня хотя бы или нет. Потому что я себя вроде бы вижу. Я параллельно смотрю на Твиче. Но опять же, может быть, это у меня все так шоколадно. И так все плохо. Так. Понятно. Все норм идет. Очень странно, потому что вы пинг видите. Это какой-то сюр. Так, ну все. Плывем. Плывем. Ну да, главное, что у нас что? У нас уже 28 минут нон-стопом. Без обрубов. Единственный вопрос к пингу. И тут, конечно, вопрос будет... Опа. Не понимаю я где. Так, он кого-то уже убил, по сути. Мне так кажется. Но не факт. Пока не вижу никого нигде. Опа. Как он услышал? Так, ну все. 2 клиента есть. Вот поэтому нужен коллектив, да? О, Spitfire. Так, а здесь сколько я могу запихать? Не, лучше хаос тогда. Нет, подождите, а чем я долбился? Спитфайром я долбился. Еще больше не должен. Ага, надо подлечиться.
Но все равно у меня ощущение такое, что вы меня то ли не видите, то ли не слышите, то ли у меня вот здесь... Все, я понял. OnePlus как нормальные неурезанные флагманы. Да, OnePlus стоит очень много. Обзор будет, скорее всего, завтра, потому что, по большому счету, я его уже везде погонял, совсем сравнил, обнова мне пришла, и у меня есть по поводу него мнение. То есть я не вижу смысла особо загоняться, я вам здесь спойлерну. Это, игровой смарт. Просто игровой смартфон. Топовый, нереально крутой, и все. Ну, не знаю. Не особо такая удивительная штука. Почему? Потому что его так и анонсировали. Что он the best of the best of the best. Ах ты ничего ж себе, это кто так? В спину. Да. Включить щит. Есть. Ага. Вот так. И снова не повезло. Ну или не повезло, а и снова нормальная игра. 29 минут мне осталось еще повоевать. Следующий обзор может на IQO будет, может быть нет. Почему? Потому что у меня есть еще, получается, 3 смартфона помимо IQO, 4. И, у меня вообще пока есть, да, желание и идея сделать на него завтра. Пусть он будет не какой-то супер-мега... Я не знаю, топить его или нет. Напишите, топить его или нет. Друзья, барабанная дробь. Либо просто его под струей, потому что, скорее всего, IP65 здесь есть, но прям бросать его в воду не стоит. Хотя, опять же, видите, допустим, в Oppo K5 Pro такая же беда была, но мелким шрифтом было написано, что IP68. Не топи под струей достаточно, я бы лучше не рисковал. Да, вообще жалко, потому что он не обошелся, я вам сейчас скажу, 12256 во сколько? 64 тысячи рублей. Ну, как бы вообще бодряк. 64, ну, опять же, это FunTouch OS. Это вам не CalOS, это не перепрошивка, ничего, ни с агрегацией частот не будет проблем, ни с чем. Это просто вот глобалка, как в Европе продают. Да, Дмитрий, наверное, не стоит. Наверное, я с этого и начну, что топить я не буду, потому что смысл. То есть кто-то будет решит повыделываться, и в итоге смарт погибнет. Нужно топить смартфоны, которые подразумевают защиту от влаги IP68 хотя бы мелким шрифтом, правильно? Так, ну нет, выпустили как OnePlus 11 GT, к примеру, урезали ценник на 10 тысяч. Ну, здесь же дело, опять же, в том, сколько вы готовы отдать. Не в том, сколько они выставляют. Вопрос всегда в том, сколько вы готовы заплатить. Вот. Если вы будете готовы заплатить эту цену, то будете платить эту. Если не готовы будете заплатить, будете платить другую. Все максимально просто так. Мне надо автоматическое оружие или нас пристрелят. Дробовик, допустим, пойдет. Хотя бы дробовик. Спасибо за проведенное время. Вам спасибо, что зашли. Еще раз повторяю, что это такая необязательная акция из разряда встретились, пообщались на стриме. Хорошо. Ну, девайсы, правда, интересные, я не знаю, мне хочется о нем поговорить. И я рад, что у нас получается про него поговорить. Так, и чего? Тут у нас... Есть. И... Есть. Убил. Сам очуметь. Вот оно, везение. Точнее, у него патроны, скорее всего, кончились, как у меня. Да, у него просто патроны кончились. Он выпулил все. И этот, по-моему, тоже выпулил. У него вообще ничего не было. Такой вот кризис патронов с самого начала. Тройной эффект, миротворец. Тройной эффект, по-моему, то же самое, что вот эта вот штука. Пам-пам. Так, кто-то там бегает.
Опа. Не вижу, вижу. Опять. Есть. И теперь там. Стоп. Есть. Есть. Как же это было близко. Серия из 3 убийств. Ощущаете? Ощущаете? Это прям реально живые люди. Ну, не живые люди, в плане игроки, скорее всего, были. И что-то как-то они яро отстреливались прям. Так, и где мой... Это все круто. Где мои патроны? Хоть какие-нибудь. Это все очень круто. Где мои патроны? Здесь ни у кого нету. Все, все. Да, круто. И как играть без патронов? А, вот, все. Уже лучше. Раз. Два. Опа, подвисла малость. Ну, опять же, видите, пинг. Вопрос причины такого пинга. Так, ну-ка, бежим. Так, ну здесь теперь понятно. Во-первых, нужно бежать далеко, а во-вторых, нужно быть морально готовым, что тебе могут в спину просто лупануть, и ты моментально проиграешь. Обидно, досадно, но ладно. Так, и зелененький. Мне кажется, что его убьют сейчас, если они подбегут. Потому что они там, когда долбятся, они как-то не агрессивно все это делают. Либо, может быть, как раз шарят. И все правильно. Опа! Вот я про спину и говорил. Вот, все. 4-3. Нет, не успею. 2, 1, все. Дело не в том, что по мне стреляли, а дело в том, что меня сожрала просто-напросто база. Точнее, зона. Так обидно. Все так хорошо начиналось. Меня даже здесь не поднимут. Вернитесь в кольцо. Да я в курсе, что нужно вернуться в кольцо. Слишком далеко от зоны. Дострелялись мы. Надо в центр кидать. Опа. Да, с таким пингом ничего не удивляет. Но опять же, я все равно буду упорно сейчас играть с ним. Потом мы выйдем, когда час пройдет, для того, чтобы понять, сколько все-таки сожралось батареи. Осталось тем более 20 минут. Вот. И после этого уже сможем делать выводы, что было с пингом. Интернет, не интернет. Правильно? Что у меня такое смутное ощущение все-таки, что дело было в чем-то плохом. Дело, возможно, как раз в телефоне. Надеюсь, что это не так. Сейчас я еще 2 устройства отключу. И... Так, это не подключено. Это не подключено. Нет, я не знаю почему. Да, в принципе, всего 3 устройства подключено к Wi-Fi. Не может быть такого, что из-за этого такой низкий пинг. Может быть, дело реально в том, что я локацию, может, неправильно выбрал у Apex. То, что я евро, получается, снял, загрузил евро вариант Apex. Так,
Пишем, что-нибудь кто-нибудь видит, кто-нибудь что-нибудь слышит. Жесткое начало. Может, жесткое. Я так не считаю. По мне все норм. 40 минут. 40 минут. Вообще отлично. Вижу, слышу. Universal, спасибо. Это самое важное. Apex грузит. Даже температуру не проверяю, потому что все великолепно. Никаких претензий к температуре у меня сейчас нет. Окей. Окей. И есть. Ваш отряд. Ждем. Девяносто 19 выпускающий. Окей. Кто бы не был, главное, чтобы правильно выпустился, а не опять непонятно куда. И счастье-то сколько. Красивая игруха. Мне кажется, она меня, правда, быстро достанет. Дальше я уже буду играть во всякие Диабло, что в них можно хоть подольше бегать. Но не факт. Так, все, я побежал сюда тогда лопаться. Они побежали туда. Опа, уже кто-то здесь бегает. Опа. Это не я. Очуметь. Уже не смешно заруб. Где оружие-то? Хоть какое-нибудь. Нету. Нету. Так, я первый раз столкнулся с такой штукой. Хорошо, и здесь у него будет оружие. Наверное. Да. Есть. Опа. Уже не убежишь. Есть. Ха. Вот так оно и бывает. Так, правда, патронов у меня осталось 3. Шикардос. Как говорится, в этом и смысл, да? Жесткая нехватка боеприпасов с самого начала. Лютейшая просто. Зашибись. Отлично, вообще 0 боеприпасов. Отлично. Кто-то по мне уже стреляет. Особенно шикарно бегать без боеприпасов вообще. Шикарная игра. Помните Mirror's Edge? Вот похоже очень.
Бежишь и бежишь, потому что иначе тебя просто завалят. Он пишет, что здесь чуваки все. Ну, есть. Патроны для дробовика уже что только не беру. Щиты. Так. Ну все. Технически я теперь готов. Ненадолго зарубиться с кем-то. Окей, снайперку, значит, надо брать. Если есть под нее боеприпасы. Модификация под нее есть. Где мои товарищи? Место с добычей высокого уровня. Где она только была, эта добыча? И... непонятно, где она спрятана. Где-то она, наверное, была. По углам. Все, кроме достаточного количества боеприпасов. О! Сделаю предположение, что это не по мне стреляли. Иначе бы попали. Хотя, возможно, и по мне. Но, скорее всего, свои. Пинг, притом, все равно 200, видите? Ничего не меняется. К сожалению. Почему? Вы думаете, что здесь читеры работают? Мне кажется, это какой-то бред. Так, а это что? А, это понял я, что это за штука. Прикольно. Тоже. Так, и здесь, разумеется, надо идти в зону. Ну-ка. Есть, сбились. О, стоп. Нет, пожалуй. Надо все-таки бежать в зону, а потом уже разбираться со всем остальным. Нет. Вот так. Раз, два, три, четыре, пять. Все. Спрятался. В зоне. Немного боеприпасов есть. Зона недалеко. Сквад недалеко. Но отрядов еще дофига. Ага, одного вырубили. Не дождался он меня. Второго теперь, скорее всего, тоже вырубят.
вопрос откуда. Где они? Прям вот так вот рядом. Окей. Нет. Разведчик это что? Нет, все-таки я возьму винтовку. Опа. Я видел там что, еще кто-то? Ой, я впервые кого-то увидел. Очень даже круто, что кого-то я увидел. Ну, правда, у них боеприпасов хер. Может, хаос взять. Пойдет. Тем более они у них модифицированные. Опа! Здесь где-то кто-то. Стоп. Где мои щиты? Не, сначала их сделаю, а потом уже пойду с кем-то зарубаться. 2, 3. Все, теперь можно бежать. Опа! Слишком много времени на одного человека. Где она? Опа! Это я? Я. Ей! Попал. Так, скоро у нас станет меньше. Вот апдейт здесь еще лежит. Да, 34 на это дело, это, конечно, круто. И здесь апдейт тоже. Броня. У меня и так норм все. А почему они убегают, интересно, если их все время всегда убивают? Очень неразумно с их стороны. И надо бежать дальше. В зону. Потом можно попасть просто под обстрел. 54 минуты. Мне как раз кажется, что если в ближайшую минуту 2 не убьют, можно сделать вывод, сколько что пожирается. Бесполезно. Бесполезно. А нет, тяжелые боеприпасы есть. Хорошо. Так, стоп. По мне даже стреляли. Пока только щиты. Так, ну это вообще будет позорище, если я сейчас проиграю. Все. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Все. Выжили. И ровно 55 минут. Обидно, конечно. Придется еще один начинать. 6, 7, 8. Возрождений 0.
Круть, да. Удивительно. Удивительное рядом, как говорится, да? Да. Вон опять еще один ранг. Но здесь, в общем, по сути, очень многое зависит от того, с кем ты попал. Ну и, разумеется, от везения. Очень сильно. Очень-очень сильно. Это была славная охота. Архитектор, это ты играл? Что тебе так показалось? Так, 3 минуты. 3 минуты 8 дырок, да? Повезло, не повезло. Подвисла малость. В общем, в целом, говорю, очень классный смарт, но именно для игры, для того, чтобы, не знаю, ползать в телеге. Но я хочу отметить, что я уже на 99% уверен, что я себе оставлю Vivo X90 Pro Plus и буду его использовать вместо айфона. Потому что он снимает очень классно, и он мне очень понравился. Обычно донатные игрушки сильно... А это донатная игрушка? Я не знал, что она донатная. Честно. Вы открыли мне глаза. Чем она донатная? А что там задонатишь? На какие-нибудь там предметы внешние или на что? Смысл доната в нее? Я лично не вижу. Ну, может быть, он и есть, но для меня это тайна, покрытая мраком. К слову, заряжается за сотки он за 28 минут. Подтвердить. Мне кажется, что он как раз загрузится. Донат на скины. Ну да, я вот тоже так знаю, что донат на скины и, в принципе, ну, может быть, тебе помогают чем-то там. Ну, чем тебе помочь в стрелялке? Ничем. Больше ботов. Вторым смартом Poco у меня на Poco ключи, понимаете? То есть, кто шарит, тот поймет. То есть, мне Poco нужен как носитель, и даже если он навернется, ну, черт с ним. Вот, но на данный момент он не нужен. И пока он живой, хорошо. То есть, у меня на него заведены несколько банков, программ и ключи. И все. То есть, толком я его и не использую. Он у меня лежит в сейфе, утрированно. Там я его достаю, когда он мне нужен, и все. У Poco сильно батарейка просела. Даже за то время использования, что я его таскал, когда я его таскал. У многих она умирает. Притом потом еще проблема найти эти батарейки. О, вы видите какие артефакты. Надеюсь, что это причина в игре. Опа, 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 опа. А чего? То есть все смели без меня, да? Очень мило с их стороны. И патронов не оставили ни хера. Душевные просто товарищи. Ну ладно, место и правда шикарное. Если здесь никого не будет. О, уже лучше. Расширяльчик. Так. Низкость. О, все, понеслась. Можно играть. Стоп, а это что? Ну, это тоже можно. Что же это? Аттракцион невиданной щедрости просто какой-то. Винтовка хаоса. Миротворец. Да, только приколюх нету, а так норм. Все, понеслись приколюхи по чуть-чуть. Ранец. Он уже по второму кругу пошел. Ну ладно. Вроде все взял.
никого нет. Да, наверное, надо идти. И уже ровно час. И в этот счастливый момент 52%. То есть было у нас 71, по-моему, да? Вспоминаем, сколько у нас было процентов. Сейчас 5 секунд. Я проверю. Я специально записал в блокнот. Только не могу теперь найти блокнот. Все правильно. Я не на этом смартфоне записывал. 554. 71 стало 52. То есть 19% за час. Это шикарно, друзья. Это просто шикарно, учитывая, что максимальное разрешение здесь. И помимо максимального разрешения... стоп, куда нам выходить здесь? Огонь. Это вообще какая-то нереальная штука, учитывая разрешение. Опа, кто по мне стрелял? Сейчас меня быстро убьют. Релоудинг. Ага. То есть сюда кто-то дропается, я правильно понимаю? Ну что, стандартно. Все. Теперь я могу с чистой совестью заканчивать стрим. Так. Это что за тип, интересно, такой? Почему здесь он синим горит? Но они здесь лутались. Ну, как бы так. Тоже. По сути, не особо фонтаны здесь было, можно полутаться. Спецускорители всякие. Обвес. А у меня полный обвес. Еще больше обвес. Еще больше. 42 патрона теперь можно дать. Так, куда мне бежать? Давайте я, наверное, попрощаюсь с вами. Оп, нет, никак. Подождите. Вижу там клиентов, вижу. Так, еще кто? Нужны еще кто-нибудь. Кто-нибудь еще эпичный нужен. Надо спрятаться и дальше уже с вами прощаться. 5 секунд. Хочу доиграть. Может, все-таки не погибну. Так. Вот такая вот радость. Почему? Потому что 19% это очень круто. Конечно, по какой-то причине с пингом беда. Телефон мега классный. Вот сейчас меня фронталка полностью устраивает, потому что на Твиче, в принципе, этого более чем достаточно. 1080p стрим, съемка ночью, но опять же лампа бьет в глаза. Мне понравилось. Полный обзор на канале, прямые грани, 1800 нит, E6, W6E, точнее, Wi-Fi 6E. Помимо этого E6 экран, 144 Гц, ну полный фарш, 2К разрешение. Я думаю, что вам понравится. Завтра постараюсь из себя вытянуть обзор. Всем добра!